На счет 3 я попрошу тебя переместиться в момент, когда формировалась Земля. На счет 3. 1, 2, 3. Расскажи мне, что ты видишь. Ну, ты только сказала, формируется Земля. Я сразу увидел каменное тело такое, вот, без атмосферы, без ничего в космосе. Угу. Такое, знаешь, побитое какое-то, в кратерах все. Просто темное такое тело. Угу. Там происходят какие-то реакции. Ну, я так понимаю, это тектонические какие-то реакции. Реакции на столкновение с объектами космическими, которые периодически сталкиваются и падают. Хорошо, я попрошу тебя отмотать немного время назад и посмотреть вот сам момент, ну вот когда физически появилась там, ну первое такой какой-то зародыш Земли или что-то такое. Знаешь, как еще совсем в незначительном размере. Угу. Есть? Да. Что это? Ну, это как скопление какой-то космических газов, каких-то пыли, что-то такое вот. Угу. Но это все так формируется. Все формируется таким способом похожим. Хорошо, я тебя попрошу еще чуть-чуть назад отмотай, пожалуйста, время и посмотри тонким взором. То есть есть ли на том месте, да, где вот потом собрались вот эти вот пыль, газы, есть ли там энергетически что-то? Ну, есть такая теория, что Но это какие-то, по ощущениям, это какие-то как волны. волны. Есть теория, что планеты формируются сначала энергетически, а потом уже как бы, ну, обретают физическую форму. Ты видишь что-то похожее на Землю в энергетическом плане или на планету? Но чтобы сформировать ее энергетически, должно же быть что-то, что воспроизведет эту энергию, что сгенерирует эту энергию. А энергия, она повсюду. Угу. Она повсюду в космосе. Поэтому вот эти вот, ну вот этот космический пыль, да, или газы, они же тоже возникают из энергии. Ну, я имею в виду, то есть макета энергетического для Земли не было. Не было. Ага, я поняла. А откуда волны, вот эти импульсы идут? Можешь посмотреть? Есть Они источник? как пронизывают все пространство в космосе. Есть источник, или они просто там существуют и перемещаются? Ну, это, знаешь, это как по ощущениям, это как волны остаточные от взрыва. Угу, то есть большого взрыва вот этого, который... Да, то есть когда выплеснулось огромное количество энергии, вот, и вот это вот как круги на воде, Угу. вот они вот так вот идут Идут до сих пор, до да? сих пор, да. Хорошо. Давай тогда вернемся, посмотрим в тот момент, когда оно уже формировалось. Посмотри тонким взором, есть ли там присутствие какое-то энергетическое, или там просто
уже физически оно просто формируется как планета? Но у меня такое чувство, что вот энергия, которая наполняет космос, Угу. Вселенную, она немного не такая энергия, как которую мы вот излучаем, ну, как живые, да, организмы, там, как жизнь в целом излучает. То есть это как более базовая какая-то вещь, но не такая продвинутая, что ли. То есть это как то, из чего все состоит, базовая какая-то вещь. Угу. Ну, то есть основа какая-то, Да, да? да, да, и вот эта вот основа, она, ну, наполняет пространство в космосе, то есть заполняет. Угу. Вот, и с этой основы, собственно, в момент этого большого взрыва и была сформирована там материя, да, которая дальше начала взаимодействовать между собой там и уплотняться. Ну и как бы из-за этого уже и появились планеты, Ну, то звезды. есть взрыв был импульсом, да? Да, это как отправная точка. Ага. То есть есть начало времен. Хорошо. Ска- Но ты знаешь, у меня так по ощущениям, что это, ну это как, у меня почему-то ассоциация как с дыханием возникает. То есть, что это не начало и не конец. То есть это какая-то цикличная вещь, какой-то циклический механизм. То есть взрыв, формирование. То есть Взрыв. взрыв, ну то есть Ага. взрыв, расширение, потом замедление, остановка, а потом в обратную сторону. Сжатие, Угу. сжатие и опять взрыв. И так вот как дыхание происходит. То есть ты, Угу. ты набираешь легкий воздух, тебе легкие расширяются, потом доходит до пика, останавливается, и ты делаешь выдох. Вот такое вот ощущение. То есть этот процесс такой цикличный достаточно. Да. Просто, видимо, с нашей продолжительностью жизни мы его как бы не охватываем Мгм. своим разумом, наукой. Я благодарю тебя. А скажи, пожалуйста, э, посмотри вокруг, вот на том моменте, когда формируется Земля, она в нашей Солнечной системе формируется. Да, звезда появилась. Это Солнце, да, наше? Да. Угу. А вокруг Солнца уже начинают под воздействием, да, этого тела огромного, Угу. начинают образовываться другие тела. Но у меня такое ощущение, что раньше было больше объектов в Солнечной Угу. системе, чем сейчас. Скажи, пожалуйста, какая она по счету от Солнца? Можешь посчитать? Ну, там больше объектов, больше. То есть на одной орбите может быть несколько объектов или больше орбит? И так было. Ага. Но это на этот момент, который я сейчас смотрю, то она по счету четвертая по счету. Четвертая, да? Хорошо. А скажи, пожалуйста, за Землей, вот в этом моменте, в котором ты смотришь, есть еще планеты? В этом моменте, который сейчас смотрю. Да. Ну, за Землей дальше от Солнца. Ты имеешь в виду на той же орбите? Нет, я имею в виду на следующих от Солнца.
Ну, А, наверное, да, да, четвертая да, это да, есть. есть. Тоже по многу, да? Ну да, я так понимаю, это какой-то такой этап, когда объекты еще активно взаимодействуют между собой, то Угу. есть активно сталкиваются, активно взаимодействуют. Да, но еще было больше. Угу. Но еще У нет меня атмосферы, да? ощущение, что всего 15 число приходит, 15. 15 планет. Ну, если их Хорошо. так можно назвать, объектами такими, да, 15. Угу. Но они, я так понимаю, еще не похожи на те планеты, которые мы Нет, знаем нет, не сейчас. похоже. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а как происходит, давай дальше смотреть, как происходит формирование. Ну вот, это продолжение, да, вот этого большого взрыва. Угу. Такие вот слои материи взаимодействуют с друг другом. Ну, что я имею в виду? То есть частички, да, мелкие частички сбиваются в более крупные, Угу. крупные еще в крупнее. Но и они уже наполнены элементами, которые там, ну, для нас привычны, да, там вода, какие-то газы, Угу. металлы. Вот, и оно все начинает смешиваться, как, ну, по ощущениям, знаешь, как вот водоворот, да, воронка такая. Вот оно все крутится, смешивается, наслаивается. То есть одна область заходит на другую, а вот эти объекты сталкиваются, Угу. порождают новые вещества. А скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ну вот первые планеты, они появились ближе к Солнцу? Или они одновременно все начали формироваться? Нет, они вот когда звезда начинает, ну, условно говоря, зажигаться, да, то есть она начинает Угу. э, работать, то она начинает воздействовать на окружающие объекты, ну, с силой начинает воздействовать. Угу. И в поле вот этого воздействия, по мере движения вот этих слоев, да, материи, начинают попадать объекты. И они ну, и какие-то из них остаются в этом поле и принимают свою орбиту и начинают как бы вращение вокруг этой звезды. Угу. Я поняла. Хорошо. А скажи, пожалуйста, У меня просто такое впечатление, что я не могу понять, каким образом происходит вот этот вот ну, запуск звезды, но после того, как вот этот запуск происходит, она вот реально начинает, ну, такое ощущение, как будто ее, ну, сила воздействия начинает работать воздействие. угу. Ну, то То есть есть это, создается поле, начинаются все ну да, то процессы. есть это какой-то вот очень какой-то маленький такой объект. Ну, я вот смотрю, да, на наше Солнце, вот оно какое-то вот очень маленькое, но очень тяжелое. Угу. И какой-то вот, я не пойму, ну, как искра какая-то, знаешь, вот, то есть оно уже настолько сжалось, что произошел взрыв. Вот как зажигание какое-то происходит, воспламенение. Угу. И запускаются реакции, термоядерные реакции. Вот. И вот это вот, как знаешь, как пуск механизма происходит какого-то. Вот запуск. Угу. Я поняла тебя. Очень интересно. Смотри, пожалуйста, дальше.
Что происходит с Землей? И она набирает массу Угу. за счет столкновений. Набирает массу. У нее еще нет четкого вращения. Угу. Ну, вокруг своей оси она еще не вращается. То есть Вокруг, из-за столкновения все время как бы да, сбивается, да, я так вокруг, понимаю? вокруг Солнца вращается, а сама еще не вращается, ну, в привычном нам понимании. То есть постоянно момент вращения меняется. Ну и ось сдвигается тоже от силы столкновения. Ага, то есть ось тоже меняется все время, да? Мгм. Не один раз, а я так поняла, что это при каждом столкновении Ну, происходит. это как, знаешь, бомбежка какая-то. Вот ассоциация вот как по территории, знаешь, постоянно что-то прилетает. Как какие-то вот эти вот метеориты, объекты сталкиваются. И при этом постоянно вот эта активность, ну, вулканическая активность наблюдается. Угу. Постоянно трясет планету. Но это, я так понимаю, что, ну, с одной стороны, да, вот оно вроде несет разрушение, но с другой стороны, это планета наполняется элементами, металлом наполняется, да. Ну, ресурсами для Да, да, да. роста. Водой наполняется тоже. Угу. Вот и такое превращается это все в бульон какой-то кипящий. Скажи, пожалуйста, бульон кипящий, это уже там воды много, да, Ну, я много. имею в виду, что бульон это когда вулканическая активность, да, вот эта Угу. лава, раскаленные эти камни, металлы, вот это оно все там булькает. Давай тогда посмотрим, как образовалась атмосфера. Просто перематывай, если до этого какие-то события будут интересные, скажи мне о них. Ну, атмосфера начала формироваться уже в тот момент, когда планета начала вращаться вокруг своей оси. Мгм. А скажи, пожалуйста, что прекратило вот это столкновение? То есть почему оно прекратилось? Ведь оно могло длиться так вечно. Ну, оно и длилось, оно не прекратилось. Оно и сейчас длится. Мгм. У нас же просто мы как бы в силу своего короткой жизни мы не видим, ну, во времени, да, вот этого процесса. Но даже сейчас в нашу атмосферу тысячи влетают различных предметов. Мгм. Просто они сгорают в атмосфере, а раньше они долетали все до планеты, Мгм. поверхности планеты. Я понимаю, что из-за вращения планеты сформировалось поле магнитное, Мгм. которое и стало удерживать атмосферу. Хорошо. А скажи, пожалуйста, можешь посмотреть, когда появилась атмосфера, уже были горы, там, каньоны, пустыни? Ну вот картинки такие, как будто камни горячие, и на них брызнуть водой, ну как в бане или в сауне. Мгм. Вот, и такое вот оно все в пару, все горячее, бурлит. Да, уже есть горы. Вот и атмосфера такая вот она, как, ну, пар, дым. Мгм. То есть продукты горения плюс испарение воды.
А давай чуть-чуть назад отмотаем, посмотрим, как формировались горы. Ну, это реакция, опять же, столкновений с объектами космическими. Угу. Просто, ну, когда происходит столкновение, в момент столкновения выделяется очень много энергии, тепла и энергии. Вот эта порода, она вся плавится, разлетается То есть вытесняет от ударом, удара, да? да. Угу. Вот, а потом оно все остывает, и все, и застывает, остается в таких причудливых формах. Угу. Хорошо. То есть, когда атмосферы не было, планета быстро остывала. А тут все время такая сауна, Ну да. и то, что Ну пробивается просто сквозь. не было чему держать тепло, да, вот это вот от удара, которое накапливалось. Угу. Ну, на поверхности, ну, в атмосфере, на поверхности планеты. Поэтому, ну, в космосе отрицательная температура, поэтому все быстро охлаждалось достаточно. Хорошо, скажи, пожалуйста, как появилась вода? Посмотри тот момент. Ну, это наслоение вот этих вот областей произошло. Ну, и если так вот с точки зрения смотреть Солнечной системы, да, если мы в ней находимся, то сквозь Солнечную систему прошел пояс объектов, которые по большей своей части состояли изо льда, из воды. Угу. Ну, то есть они врезались, да, и вода Да, в этот осталась. период вода как бы везде появилась. Ну, во Мгм. всех этих объектах, которые на тот момент были, соприкасались в нашей Солнечной системе. Это уже была атмосфера или еще нет? Да, уже были зачатки атмосферы. Угу. Все же вращение вижу. Хорошо. Давай посмотрим, как образовались каньоны. Это тоже от ударов. Мгм. Сильные удары и трескает поверхность. Мгм. Трещины идут огромные. Плюс э, сама поверхность, она неоднородная. Ну, я имею в виду, что есть участки, где более твердая порода, где менее твердая порода. Мгм. Эта разница тоже как бы играет роль. Хорошо. Это тоже, ну, примерно в то же время, да, они образовывались, когда Ну много да, это как объектов. непрерывный процесс, как бы он и сейчас тоже идет, но просто он незаметен для нас. Ну, невооруженным взглядом, да, скажем. У нас Хорошо. тоже сейчас каньоны образовываются. Но это как бы не за 10 лет, не за 100, поэтому мы и не замечаем это все. Мгм. Это как, знаешь, вот пришло. Это как вот процесс распределения материи, да, распределения вот, ресурсов. Ну, то есть ты, если нальешь воду в какую-то емкость, она же пытается полностью равномерно распределиться по поверхности. Мгм. Вот точно так же и здесь. То есть вот оно постоянный процесс перераспределения с одной части в другую. Я поняла. Спасибо. А скажи, пожалуйста, как образовались пустыни? Давай посмотрим. Одну любую. Это смена климата. Но я имею в виду, это естественные процессы, которые происходят постоянно. Мгм. Это, это движение, движение воды. Мгм. Ну, то есть вода движется, и сейчас движется, и тогда двигалась, да, и климат Ну вот меняется.
это вот знаешь, мне приходит, что есть связь между движением воды по планете и осадками. Мгм. А, это, это связано с океаном. Это течение, наверное. А скажи, пожалуйста, вот это движение воды, оно как-то связано с изменением в движении планеты или оно просто, ну, тоже такой какой-то Да, цикл? да, это вот, ну, как бы те процессы, которые происходят внутри планеты, да, на поверхности ее, они меняют внешний вид, да, меняют географию планеты, а вместе с ней как бы меняется и распределение вот это вот этих течений, то есть они меняют свое направление, а вместе с ними меняется и климат на планете. Мгм. Скажи, пожалуйста, Земля, она отдаляется от Солнца или она на одном месте с момента образования? Ну, скажем так, что с последнего серьезного столкновения она больше не меняет свое положение, свою орбиту. Мгм. Ну, я имею в виду процесс как бы расширения Вселенной, расширения Солнечной нашей системы. Он вообще имеет место? Имеет место, но мы его не замечаем. Ну, это да, понятно. Не в нашем это формате. Ну, просто это настолько э, ну, растянуто, да, в нашем времени, ну, если измерять там временем, да, Мгм. которое мы измеряем, что как бы, ну, мы это не замечаем абсолютно, это незаметно. Но это все равно, что там, я не знаю, там какой-то остров, понимаешь, у нас на планете там отдаляется на 1 или 2 сантиметра в год. Но ты, ни я этого не замечаем, правильно? То есть Ну может да. даже пройти 100 лет, и это не будет заметно. Точно так же и с орбитой планеты. Но у нас, как бы, понимаешь, все начнет действовать, ну, изменяться тогда, когда изменится сила влияния Солнца. Но его интенсивность будет со временем меньше становиться. Мгм. Ну, механизм, да, дыхания, то есть пройдет этап затухания. Вот, и в этот период как бы его воздействие на окружающие его объекты будет слабеть. Ну, то есть планета движется медленно, а вот Солнце слабеет быстрее, да, насколько я понимаю? Ну, то есть оно уже не будет иметь такую силу удерживать объекты в своем поле. Угу. И тогда будут происходить смещения орбит. Угу. Я поняла. То есть это естественный Да, процесс и цикличный. ну вот у меня тут постоянно мы об этом говорим, у меня образ вот дыхания, да, вот связанное дыхание. То есть это Угу. часть процесса дыхания. Ну, можно так описать, как дыхание. Хорошо, я благодарю тебя. Я прошу тебя, посмотри, пожалуйста, на планету со стороны, на Землю, Мгм. тонким взором. И скажи, пожалуйста, есть ли у планеты душа? Да, она живая. Такая же душа, как у человека? Нет. А какая? На что она похожа? Ну, это как сгусток энергии такой вот. Но у меня опять вот это вот как ассоциации приходят с тем, что с той энергией, да, которая выплеснулась в момент большого взрыва. То есть это она отличается вот от нашей какой-то. Ну, это как какая-то базовая энергия, первичная, что ли. Угу. Ну,
Скажи мне, нить есть, вот как у нас, или это Нет, просто нету. сгусток? Ага. Но она вот, она как живой организм. То есть она ощущает, она дышит. Угу. Есть сознание у нее? Да. Но у меня вот почему-то такой вот образ сейчас пришел, что, знаешь, это как вот какое-то большое животное, Угу. а мы на нем, знаешь, как на коже какие-то паразиты. Паразитирую. Да, да, как блохи какие-то. Вот Ага. такая какая-то ассоциация была. А скажи, пожалуйста, ну вот у Земли есть разум? Ну, я Но имею в виду, вот она, ну вот Земля личность или нет? Или это просто живой организм? ты знаешь, я как-то не могу даже сопоставить, но понятия наши, да, к которым мы привыкли, Да, да. с тем, что есть, но это что-то другое, что-то иное. У нее нету такого я, как у нас, да, вот я. Угу. Но это, но она как-то взаимодействует, да, с окружающей ее реальностью. Ну, то есть с объектами, ну что-то, это что-то на уровне вибрации какая-то, Угу. передача данных, информации какой-то. Хорошо. А скажи, пожалуйста, можешь перемотать время туда, где эта душа Земли, она появилась, да? То есть сначала была душа, или она уже в землю как бы опустилась, или как? Момент зарождения души этой. Просто мотай назад вот те периоды, которые мы смотрели. Мгм. Там где-то просто куча этих там газов и этого. Есть там душа уже? Но у меня вот ощущение того, что это как вот с человеческим телом, да, вот когда оно сформировалось и готово удерживать душу, тогда приходит душа. Ну, как оболочка, да, и вот я вижу, что вот этот вот сгусток энергии, он появился уже вот в момент, когда началось вот это вот вращение и уже началась формироваться атмосфера. То Ну, есть когда когда уже куча мусора стала уже чем-то... сильных, да, потрясений уже не было, и это как, знаешь, это как вот аккумуляция вот этой вот энергии первичной, которая была выброшена. Мгм. Вот она по кусочку частями собиралась, и А ты можешь ну, то есть я посмотреть? не вижу такого, знаешь, момента, как вот как у нас, да, что там душа спускается в тело, да, или еще что-то. Это как-то какой-то механизм, я не могу его даже описать. То есть что вот Внутри зарождается, да, вот это это. какая-то целая совокупность, целая система, да, вот Мгм. взаимодействие факторов. Ну, то есть я правильно поняла, она ниоткуда не приходит, эта душа, Мгм. она зарождается внутри самой планеты. Да, и она вот опыт свой собирает ну, по мере своей жизни, ну, жизни этой планеты. Мгм. А куда девается этот опыт, когда планета умирает? В пространство уходит, Ну, окружает. прямо в космос, Космос, да? да, уходит, да. То есть никакого там типа общего нашего, М-м, да, нету. Нету. Но оно же, понимаешь, оно потом опять все соберется в единое. Ну, то есть это как бы такой, да, Да, да. Ну, то есть оно, реальность это, ну, как бы, пропитывает. это да, это можно сказать, что это есть какая-то ну, форма, да, общего, потому что оно все обратно придет в единое. В Угу, единое, и потом обратно пойдет по циклу. угу. Я поняла. Ну, это как, знаешь, это вот, мне кажется, спросить, а как в едином там, да, формируется капля души, или как душа формируется в едином. Угу.
То есть Я вот оно видела. из единого, да, вот берет и точно так же тут. Тут вот это первичное, ну, я, может, и неправильно как-то называю. Ну, вот у меня почему-то такое ассоциация, первичная энергия. Мгм. То есть то, из чего, собственно, создается материя, материальность. Хорошо. А скажи, пожалуйста, есть ли у Земли какие-то энергетические оболочки? Ну вот как у нас энергетические тела, Да. как они выглядят? Ну, это больше даже как часть, ну, самой атмосферы Земли. То есть оно имеет и физическое какое-то, ну, видимое нам, да, Мгм. проявление. Но у меня вот ассоциация, что это поле, это просто вот накопленный опыт, накопленный за жизнь этой планеты. То есть она, ну, то есть запоминает, да, вот все, что происходило там Мгм. с момента. Какие происходили процессы, какие там появлялись там формы жизни там и так далее. Хорошо, я поняла. То есть это первичная энергия и какое-то образование, ну, как душа, да, тоже Ну, первичная. это можно просто как аналогию с душой привести, да, но у меня просто нет других ассоциаций, вот Мгм. как это можно описать. То есть это, э, Суть какая-то, да, да, ну то есть есть. это вот, знаешь, эм, по ощущениям это когда энергия накапливается, в определенный момент она приобретает какие-то элементы живого и разумного, знаешь, вот, то есть вот как будто усложнение какое-то происходит. Хорошо. Поэтому я как бы провел аналогию с душой, но насколько это корректно так называть, не знаю. Ну, я поняла, что это какая-то суть энергетическая есть такая, ну, подобная нашей душе. Ну это как, да, это какой-то как сгусток, как воронка какая-то, да, которая начинает ну, записывать, да, опыт, то есть который происходит с Мгм. этой планетой. То есть она ощущает, то есть, да, вот все ощущения тоже, ну, то есть есть какие-то вот даже на энергетическом уровне. Хорошо. А скажи, пожалуйста, на Земле есть какие-то энергоцентры или узлы пересечения магнитных полей? Так, именно энергоцентры или пересечение магнитных полей? Ну, и то, и другое посмотри. Да, есть. Ну, это какие, ну, я так вижу, образ пришел, это как, знаешь, как пробои. То есть это такие вот как прожекторы, да. Ну, вот Мгм. видятся они такие вот прожекторы энергии. Они как-то равномерно распределены или нет? Нет. То есть хаотично, да? Это связано с внутренним устройством. Ну, с наполнением, да, самой планеты. То есть она неоднородная, поэтому. Это вот, как знаешь, пробои вот этой вот от этого сгустка энергии планеты. Ну, вот от души планеты, если условно мы будем называть это так. Ну вот, я правильно понимаю, у нас наша энергия, она рассеивается в пространство, если целостный человек, равномерно, да, как вот как Мгм. оболочка такая. А тут именно такие точки выхода есть этой энергии. У планеты тоже так же. У нее, ну, как бы в атмосфере, да, планеты, если взять ее так, там тоже распределяется ее энергия. Ну, равномерно, условно говоря. Но есть зоны, в которых в силу строения вот этой вот планеты, там, воздействия, да, там, какого-то человеческого или нечеловеческого, то выход энергии планеты, он там интенсивнее, и он более сконцентрирован. Это вот можно провести параллель, что когда человек в спокойном состоянии, он просто, да, излучает энергию в пространство вокруг себя.
Мгм. И что ты, например, сделаешь направленную какую-то эмоцию или мысль. Выброс такой, да. Да, да, вот это то же самое. А скажи, пожалуйста, это импульс от самой души планеты или это повреждение, то есть результат повреждений? Это результат повреждений. Давай посмотрим, откуда взялись эти повреждения. Но часть это как естественные в результате взаимодействия с другими объектами. Мгм. Ну, то есть пробои, да, Да. какие-то. Ну, у нас же как бы постоянно происходит движение коры, а у нас, собственно, кора как бы и является основным щитом. Вот, а есть некоторые, которые искусственно, ну, направленно были сделаны. Ну, в какими-то механизмами. Посмотри, пожалуйста, один хотя бы искусственный такой центр, и давай посмотрим, как он образовался. Ну, это была попытка использовать энергию, ну, души планеты, да, Угу. условно говоря. То есть пытались, ну, пробили брешь и пытались качать эту энергию, но она настолько вот древняя, да, и примитивная, что она им не подошла. А кто это пытался, можешь увидеть? Серые пытались, и эти пытались, крокодильчики. А можешь увидеть, ну, каким образом они пробили, то есть с помощью чего это? Был энергетический или физический пробой? Они обнаружили естественные пробои в планете, Угу. но они подумали, что это энергия, которую, ну, излучает планета, как бы, да, вот, ну, как мы, да, в спокойном Угу. состоянии. Вот, и они подумали, что если пробить, ну, в самый центр, ну, в душу, да, условно говоря, этой планеты, то там будет энергия, которая, ну, что они смогут ее контролировать, эту энергию. Ну, то есть использовать, да? Ну да. У них вообще какой-то такая навязчивая идея в плане поиска и использования энергии. Ну, то есть Всё. они в поиске ресурса, да, Ну все да, они время? хватаются за любое какое-то, знаешь, вот, ну, легкое проявление подобия энергии, они уже пытаются ее как-то использовать, как-то приручить, там, трансформировать. И вот это была одна из таких попыток. Вот, Угу. они пытались пробить. Но я вижу, это какой-то механизм, и это, ну, это было не физическое воздействие, это было именно энергетическое воздействие. Угу. То есть выбрали подходящее место, где тоньше всего брешь, и Угу. воздействовали на нее. Но ничего не смогли сделать с этой энергией. То есть они увидели, что она такая же, как и в других пробоях. Ничего, да? Не полезное им. Но они такие, знаешь, они мне напоминают вот ассоциация, знаешь, с такими вот. Они как дети, которые не задумываются о последствиях. То есть они пришли, загорелись какой-то идеей, там попробовали и все, и бросили, знаешь, пошли ну, в другую песочницу играться. Там. То есть вот Угу. оно так и все вот осталось. Вот у них такая же попытка. Вот в одном месте, в другом попробовали, все бросили, переключились на что другое. Мгм. Ну, у них есть постоянно сопровождающее их навязчивое состояние использовать всю энергию, которую они Но найдут, да? они вообще как бы почему заинтересовались, и потому что
им некомфортно находиться в зоне воздействия вот этой вот первичной вот этой энергии, ну, которая Мгм. излучает. То есть им некомфортно, и они, ну, хотели вот именно еще узнать, в чем, собственно, причина, почему так им там плохо. Хорошо, я поняла. А скажи, пожалуйста, узлы пересечения магнитных полей есть такие? Мгм. Магнитные поля, они, скажем так, магнитные поля, они вот условно как статичные, да, ну, то есть вот они постоянные, да, Угу. то есть то усиливается, то меньше становится. Но сами процессы, которые происходят внутри планеты, Угу. они, ну, могут тоже, да, освобождаться. Ну, вот там извержения, да, какие-то там, или магма вот это вытекает, или Угу. там трение этих плит тектонических. Они создают тоже магнитные колебания, понимаешь, магнитные поля. И вот в этих местах взаимодействия с магнитным полем Земли, да, могут происходить такие пересечения, либо их можно назвать еще, не знаю, пробоями, ну, как-то так. Но они на постоянной основе там или это импульсная такая штука? То есть есть, как бы она спровоцирована, там выброс есть, все, или там пересеклось и все. Но оно не постоянно, ну, если во времени смотреть, да, то есть процессы, Угу. они идут медленно, но они идут. Поэтому где-то пробой возникает, где-то пропадает. Вот. Ну, эти места, они не очень полезны для людей, вообще для живых организмов. А вот те места, которые мы до этого смотрели, энергетические центры эти, Тоже. тоже, да? Ну, для людей они тоже некомфортно находиться здесь. Хорошо, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то места вот выхода, типа места силы, знаешь, которые там полезны для людей, наполняют там как-то людей, ну, то есть плюс такой дают. Ну, смотри, это вот чем можно наполнить человека, чтобы у него появилась сила. Ну, то есть его душа, она и так генерит энергию и Угу, бесконечное количество. Эти места силы, их так называют, ну, их так назвали, да. угу, Но по сути дела, все, что они делают, это они несут настроение. Ну, то есть они настраивают человека на то, что он получит здесь какую-то силу. угу. И человек, настраиваясь на такие мысли, на такие вибрации, да, условно говоря, получает свою же энергию от своей же души. То есть он Угу. ничем не может подпитываться, кроме как бы, ну, его сама душа подпитывает постоянно. Хорошо, давай посмотрим какое-то место силы, может, которое ты знаешь. У вас там тоже есть места силы. Вот одно из них давай Но я нигде посмотрим. не был из таких мест силы. Ну, я знаю, что... Ну, я слышал, во всяком случае, что в Киеве там это Лысая гора, или как ее там называют, Угу, не знаю. Ну, это образы приходят, знаешь, культовые места. угу, Это где люди там долгое время, да, по каким-то поводам собирались и сбрасывали там свою энергию. коллективно, да? Да. Вот, и просто, знаешь, получается эффект накопления. То есть они сбрасывают эту энергию коллективную, потом приходит кто-то, соприкасается с этой энергией, ощущает на себе какие-то физические проявления, да, Угу. и начинает всем рассказывать, что это место силы.
А посмотри на место силы тонким взором. Есть ли там кто-то, кроме людей? Конечно. Сидят ложками, стучат? Мгм. Но я так понимаю, что все возможные скопления людей, где возможно коллективный выброс энергии, там везде есть желающие покушать, потому что их очень много, и все голодные, поэтому любую возможность будут использовать. Угу. Хорошо. Ну, то есть я так вот ощущение приходит такое, что вот эти места силы, да, они ну, больше делают как бы настрой человеку. Угу. То есть вот человек идет в место силы, да, и он уже ожидает того, что это место даст ему какой-то прилив энергии там, или излечит его из чего, ну, от чего-то. Он Угу. уже начинает в голове своей, ну, генерить, да, свое намерение. Свое намерение там получить эту энергию, свое намерение там излечиться. Вот, и когда он приходит в это место, да, на него уже, ну, как бы ему подстегивает вот этот авторитет этого места, да, то есть люди, да, сами там себе вот это вот ну, фантазируют условно. Вот он Угу. приходит туда, и он уже заряженный полностью. То есть он уже имеет свое намерение получить то, зачем он сюда пришел. Ну, Ну и получить извне он намерение имеет, да? Ну, нет, от этого места? ну да, да, он как бы Ага. настраивается, что именно это место ему даст. Вот, но чаще всего как бы он просто получает свой же внутренний ресурс. То есть он просто получает порцию энергии от своей же души. То есть он приходит, вот, он настраивается эмоционально, его душа там меняет свои вибрации, да, и он себя лучше ощущает. Угу. Здоровее, там, сильнее, там, не знаю. То есть это как самонастрой такой происходит. А что в это время делают присутствующие там существа? То Ой, есть они же, ну, человек идет или да, с какими-то они готовы дать. желаниями. А, Ну, то есть каждый, кто там, кто что просит, да, и кому обращается. Если идет человек вместо силы, там, религиозный какой-то, вот, или какие-то горы, монастыри, там, угу. мощи, но они приходят туда с целью и с мыслями просить у кого? У наших друзей. Поэтому друзья с удовольствием предоставляют все, что надо. Да, ну то есть получается, кто настраивается на себя, тот как бы просто у него происходит как наладка Да, внутренняя, да. а кто идет просить и брать, те получают как бы Но ты же понимаешь, контракты нам и никакая энергия, кроме нашей, не подходит. Ну, то есть мы да. не можем наполниться чем-то, что, ну, с чем не умеем работать и с чем не умеем, ну, как бы перерабатывать и жить. То есть вот наша нить, наша душа, как бы нам дает все, что нам нужно. Ты просто, ну, другое дело, что люди не берут этого и не умеют пользоваться, это уже другой момент. Мгм. Ну, а эти все голодные, они пользуются этим. То есть готовы дать, готовы покушать. Ну я это понимаю, хочется, чтобы больше людей это понимало Ну да, и да. меньше ходило Ну, то есть это все попрошайничало. равно, что... То есть каждый человек может себе, знаешь, там, создать место силы. Ну, то есть, не Да, знаю, на кухне, на табуретке, там, за столом. Садись, решить. да, вот прими решение, что у тебя там место силы, и все, и как бы, и ты будешь ощущать изменения, которые с тобой за столом происходят. Так и есть. Ну, так оно и есть, потому что, как бы, других вариантов не будет. Вот, если ты будешь ходить по местам, где люди ходят и сбрасывают энергию, у тебя большой шанс того, что ты подцепишь кого-то себе. Но Мгм. если ты еще неосознанно это будешь делать. Ну, ты знаешь, как вот там очень часто бывает, там, сарафанное радио, приходит там подруга подруге какой-то рассказывает, а вот там мы там ездили в какой-то там монастырь или место силы, тому очень помогло, давай мы тоже поедем. Знаешь, ну, эффект толпы срабатывает такой.
Ну и Конечно, раскачивают, конечно, это да, место. конечно, там будут, ну, делать так, чтобы, ну, был повод, да, то есть будет людям становиться легче, кто-то будет там ну, излечиваться от болезней. Это как бы механизм, на чем построена вот эта религия, все там, да, Мгм. всякие культы. То есть, если бы чудес не происходило, никто бы этим культам не поклонялся бы. А так, тут и кушаем, да, и какое-то делаем чудо, чтобы толпу желающих как бы не убавилось, Ну и понимаешь? поэффектнее желательно, да. Да, да, да. Мгм. Вот, ну и как бы люди смотрят, вот чудо произошло, значит можно верить. Вот они Мгм. верят и добровольно отдают как бы себе доступ к себе и свою энергию полностью, весь контроль отдают. Да. Ну, Поэтому, хорошая схема, сетевой, сетевой маркетинг. да, она работает очень эффективно, поэтому, Да. Ну, один исцелился, а привел 10. 9 съели, одного из них да, исцелили, да. он еще 10 привел. А вот если те потом уже там будут говорить, что им не помогло, всегда можно сказать, что ты мало там молился, мало там Да. подношений делал, еще чего-то мало, надо лучше стараться. Вот в следующей жизни постараешься лучше, так будет все как бы Да. еще. Лучше всего, если у кого-то есть желание кому-то поклоняться, поклоняйтесь сами себе. Мгм. Самый безопасный способ. Согласна. Скажи, пожалуйста, есть ли на Земле патогенные зоны? Ну, Ну, как что-то отдельное. ну это вот патогенные, это вот эти вот, где электромагнитные излучения происходят. Мгм. Но там же это мы знаем только электромагнитные излучения, а есть еще те, которые мы не знаем, виды излучения, и они Мгм. все как бы на нас могут тоже негативно влиять. Поэтому везде, где происходят процессы, связанные с высоким давлением, с высокими температурами, с большим там электрическим током, там везде возникают, помимо электромагнитных, да, другие излучения, которые мы еще не умеем измерять и ощущать. Мгм. Поэтому не зря люди как бы интуитивно всегда старались селиться там, где нет всяких там вулканов, гейзеров и прочих штук. Ну да. Хорошо. А скажи, пожалуйста, менялось ли положение магнитных полюсов на Земле? Да, постоянно меняется. Мгм. А можешь цикличность определить, то есть, ну, как часто это меняется? Ну, в нашем понимании, нашими годами измерять это не часто, я не знаю даже, как это. Но это как миллионы лет, то есть это не так, что прям. То есть мы не ощущаем этого. Вообще, да, не Да. ощущаю. Но это сильно влияет на человека и на окружающую среду, или это как тоже естественный процесс воспринимается? Нет, никак это не влияет. Ну, то есть, насколько я поняла, все вот эти процессы естественные, они организмом тоже воспринимаются как естественные. Но мы же адаптируемся постоянно, понимаешь, поэтому, ну, как бы у нас процесс адаптации идет непрерывно на протяжении всей нашей жизни. Мгм. Поэтому мы как бы и не замечаем резких скачков таких, да, каких-то изменений. То есть ощутимых таких, да, Да. нет. Но Хорошо. вот совсем недавно вот было, да, какой-то сдвиг оси, я вижу, Земли. То есть угол. Когда? Недавно при нашей жизни или? Да, да. Ось сдвинулась. Ну, не эти были, не полюса поменялись, а ось сдвинулась Земли. Мгм. М, ну, Са- 10, наверное, лет 10 назад. Ты можешь соотнести со своей жизнью, с событием, которое ты запомнил в своей жизни, и вспомнишь, какой это был год. Это какое-то землетрясение было. 2003 или 2004 год.
сильное землетрясение, и цунами. Тогда сдвинулось все с земли. А скажи, землетрясение, цунами было в результате сдвига или сдвинулось в результате этих катаклизмов? В результате сдвинулось. А что вызвало эти явления? Можешь рассказать? Внутренние процессы Земли. То есть, какой-то очередной выброс. Мгм. Мгм. Земля же тоже дышит. Она как Вселенная дышит. Ну, если мы уже оперируем, да, этим понятием. Мгм. То есть она тоже то расширяется, то сужается немного. Поэтому, ну, для нас незаметно, а процессы происходят. Мгм. Вот в моменты вот этого дыхания и происходит землетрясения, всякие активности вулканические. Ну, я к тому, что я вижу вот до этого. То есть я смотрю на небо, да, и я вижу один рисунок, ну вот образ такой приходит. А после землетрясения я стою на том же месте, но рисунок уже неба, ну, сдвинулся, поменялся. Мгм. То есть по звездам, да, ты так Мгм. ориентируешься? Хорошо, я поняла тебя. А скажи, пожалуйста, над землей есть купол? Посмотри. Который не принадлежит структуре Земли, самой планеты. Искусственный купол. Да. То есть физический купол. Физический или энергетический, какой-либо купол, Мгм. который не относится как бы к естественному, да, образованию. Но физического купола я не вижу никакого. Угу. И энергетический купол есть. Но он даже не столько как купол, это просто как оболочка такая. Да. Оболочка. Ну, это, я так понимаю, чтобы заглушить вот эти вот сигналы с Земли. Ну, энергетические всплески, вот энергетическую активность заглушить. Угу. То есть самой планеты или тех, кто живет? Всего, и все, что там находится под этим, в этой оболочке. Ну, я так понимаю, чтобы другие не приходили просто. Да. Забор вокруг зоопарка. Да, да, ну, забор на ферме, да. На ферме, да. Посмотри, пожалуйста, момент создания купола. Как он создавался? Давай посмотрим внимательно. Но он как-то в несколько этапов создавался. Сначала это какие-то как или души такие, или существа. Они как будто делали макет. Макет в смысле Но на в миниатюре? энергетическом уровне имеется в виду. В миниатюре делали макет, как Нет, это? нет, я имею в виду Каркас? каркас, да, точнее будет выразиться все верно, каркас. Угу. Они делали каркас, они как будто специализируются на таких вещах. Угу. Вот они сделали каркас, а потом с помощью какого-то устройства его наполнили энергией особого вида. То есть, получается, был каркас, Да. а потом сверху, да, его как бы облепили чем-то другим. Так. Ну, это, знаешь, это вот как каркас, это образ пустой оболочки. Ага. То есть это вот как, не знаю, форма, да, не знаю, ну, ты хочешь там, я не знаю, железо лить какое-то или еще что-то. Вот у тебя есть форма. Угу. Вот они сделали эту форму, которая пустая внутри. Угу. И потом эту форму залили, закачали энергию
и купол стал отражать вот это вот, ну, не пропускать эти все излучения энергетические. А Он что даже, это за он даже не, энергия? он даже не столько не пропускает, он как будто искажает ее. Мгм. И, ну, то есть делает излучение непривлекательным. То есть оно как будто это излучение не энергетическое, а какого-то другого плана. Ну, то есть меняет на Да, да, выходе данные. да, да, верно. Денис, а посмотри, пожалуйста, качество вот этой энергии, которую заполнили купол. Угу. Я думаю, что ты должен ее узнать. Вот прям можешь дотронуться своими энергетическими руками и считать, что это за энергия, кому она принадлежит. Ну, не в смысле, кто заливал, откуда взяли. Это энергия душ. Каких? Посмотри, как выглядели существа, с которых брали эту энергию до воплощения на Земле. Это какие-то... Это кристаллическая форма какая-то, не знаю. Кристаллы какие-то. Не к куполу, ну, не к форме, да, куда заливали, а именно энергия, которую залили, которой наполнили эту форму. Какие, я не знаю даже. У меня по ощущениям, что они как будто могли приобретать форму и образ того, с чем имели дело, соприкасались. Мгм. Хорошо. Но то есть я четкого образа не вижу этих существ, но я просто вижу, что это, ну, как понимаю, что это души, энергия души. То есть Мгм. она какого-то такого особого состояния, особой формы. Цвет есть у этой энергии? Ну, какая-то она голубоватая. То есть один однородный цвет, ну, голубой, да, такой? Ну, преобладает, да. Ну, то есть вот если посмотреть на этот купол, он как будто таким голубым светится. Ну, уже вот сейчас Мгм. состояние. Я попрошу тебя сейчас, просмотри, пожалуйста, один ли такой купол, ну вот вниз, вверх поднимись, просмотри, есть ли еще что-то подобное. Но этот я вижу четко. Мгм. Но я других не вижу, таких прям. Но вот мне внимание не останавливается ни на чем. Ну, то есть нигде узнавания такого не происходит, да? Мгм. Ну, у меня Хорошо. почему-то вот внимание на нем остановилось, что вот это самое такое важное, самое, ну, серьезная такая вот, ну, Мгм. именно миссия, да, цель этой штуки, она очень глобальная для всей планеты. Ну да, прям все мы, исходя из этого, и живем. Мгм. Хорошо, а скажи, пожалуйста, ну вот эта энергия, которая от Земли отходит, да, ну то есть рассеивается в пространстве, вот эти вот зоны выброса энергии, как вообще купол, то есть он пропускает их или оно там как-то Эта энергия, она останавливается? находится, остается в поле самой планеты. Ну, то есть оно как в пространстве, да. Мгм. Ну, Ну, то есть это за вот... купол оно не выходит, да? Нет, оно даже не выходит за границы самого поля планеты. Мгм. Ну, то есть вот есть, да, это как, ну, параллель с человеком, да, вот есть душа. Это, считай, ядро этой планеты, да, вот это вот душа. Мгм. Вот. А есть энергетическая там оболочка, да, человека. То есть она имеет Мгм. какие-то границы. Ну, то есть вот точно так же у планеты. И энергия, и вот эта вот вся оболочка, да, она наполняется вот этой энергией, которую излучает душа. Ага, я поняла. А купол за ней, Да, правильно? да, за ней. Хорошо.
А скажи, ты можешь понять, на каком расстоянии вот от Земли купол этот находится? То есть, ну, физически, я имею в виду. Вот мы поднимаемся, да, есть атмосфера, Мгм. за атмосферой. Ну, это по ощущениям, это вот, знаешь, как момент, где перестает действовать гравитация Земли. Да, мне, я поняла. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а, можешь ты сейчас промотать, вот просто находись рядом с планетой Мгм. и промотай, пожалуйста, от того, как она сформировалась уже как планета, до сейчас, сколько спутников было. Ну, вот Луну мы смотрели с тобой, Мгм. а еще были ли спутники на орбите Земли? Не было. То есть только Луна. Мгм. Хорошо. А можешь сейчас посмотреть в том времени, из которого ты слышишь мой голос, орбиту Земли? Мгм. Есть ли там какие-то объекты, энергетические или физические, которые скрыты от людей? Ну, у меня по ощущениям, что параллельно находится что-то. Параллельно за Солнцем. То есть я поняла. А можешь посмотреть, что? Похоже на планету. На планету. Опиши ее, пожалуйста. По размерам она похожа на земную. Мгм. Практически одинаково. А внешне она похожа на Землю? Похожа, но там меньше воды, она более такая пустынная. Мгм. Она такого, знаешь, желто какая-то синяя. То есть желтые части видны такие, знаешь, как ну, пустынные части такие, Мгм. имеется в виду. Ты можешь понять, там есть жизнь на этой планете? Да. Какая жизнь на ней? Какая-то развитая. Посмотри, кто ее населяет. Какие существа? Ну, какие-то гуманоиды. Ну, то есть имеется в виду, что руки, ноги есть, голова. Мгм. Похожи на людей? Похоже. Чем отличаются от нас? Ну, внешне так отличаются там чертами лица. Они такие более, ну, в нашем понимании, да, некрасивые. Ну, я так понимаю, это связано с условиями жизни, их климатом. Ну, как более грубые или какие вот? Да, да, более такие грубые формы лица. Орки? Да, похоже. Понятно. Ну, такие, да, какие-то. Скажи, пожалуйста, а там есть половое разделение, то есть мужчины, женщины? Посмотри. Есть. Они очень похожи на нас. Мне кажется, что нас же это может какое-то отвлечение или какой-то похожий эксперимент. Человеческое, да, вот Да, больше к да, да. человеку. Я Да. так понимаю, условия жизни у них жестче, да, ну, на Мгм. планете я имею в виду. Да, жестче. А с чем это связано, можешь понять?
Такой климат образовался. Меньше воды, сильнее ветра, больше засухи. А растительность есть? Да, очагами. Какая растительность? Похожа на нашу? Ну, сходство есть, но мне кажется, что там больше преобладает желтого цвета. У нас зеленая растительность, а там больше желтая. Как в Крыму, да, такая Да, да, высушенная. да, да, выжженная такая. Мгм. Скажи, животные у них есть на планете? Да. Ну вот у меня постоянно идет мысль в голове, приходит о том, что это как один из вариантов нашей Земли. Ну, Ну, как продублированный. жизни, да, на нашей Земле. То есть исходный материал был один, но то, с чем его смешивали, да, разное было. Поэтому как бы общие сходства очень большие, но из-за особенностей этого климата и планеты, ну, как бы есть такие видимые, да, ощутимые Ну, то есть у различия. каждого из нас произошла мутация в соответствии с условиями Да, жизни, да, да? да, да. Ну и, соответственно, растения, животные, они то же самое все. Мгм. А скажи, пожалуйста, ты сказал, что развитая цивилизация, а Я просто вижу, что они летают на кораблях в космос. они знают о нашем существовании? Знают. А у них, ну, я так понимаю, да, душа есть, нить. Да. И скажи, пожалуйста, паразиты, вот те, которые нашу Землю в купол взяли, они с ними как-то взаимодействуют? Мгм. Там такое же. А, то есть одни приехали тут, прилетели, наплодили всех, Мгм. а другие захватили, да, и сразу взяли под купол, чтобы никто же больше не нашел. Да, да, спрятать сразу. Ага. Ну, то есть у них Но, та же беда, что и у нас, да, я так понимаю? да. Но они почему-то, ну, считают нас менее развитыми. Поэтому не контактируют с нами. Мы, может, некрасивые для них просто. Может, и некрасиво. Скажи, пожалуйста, а у них есть религии, эгрегоры вот эти, как у нас? Да, у них есть какие-то поклонения чему-то. А, то есть систему развития, да, Да, запустили да, одну и ту же. Ну, да. понятно. То Но есть это способы вот влияния. похоже на то, что просто ну, проект Земли, да, воспроизвели на другой планете, да, с похожими существами. Мгм. Ну, то есть зачем, понимаешь, Но мудрствовать лукаво, можно повторить то же, что получилось один раз. у меня такое ощущение, что там, там это было, ну, первее, не быстрее. То есть сначала там появились люди, а Мгм. потом уже здесь появились люди. То есть сначала там провели опыт, потом прилетели сюда. Мгм. Я поняла. Ну, просто удачное расположение очень планеты, поэтому. Ну да, для жизни удачно. Но им еще понравилось то, что планеты ходят параллельно, и они никак, ну, они не видят друг друга. То есть, и, ну, развитие, да, они не будут влиять друг на друга на развитие. Ну, то есть они никогда не пересекутся, да, Да. и если, в принципе, приложить немного усилий, никогда не узнают друг о друге. Мгм. Хорошо.
Ну, они узнают в любом случае, рано или поздно. Ну, мы узнаем, когда у нас технологии, да, будут там. Мгм. Те уже знают о нас, но у них вот эти эгрегоры, да, но их религия, она, ну, как бы, знаешь, пренебрежительно относится к таким менее развитым, чем они, цивилизациям, поэтому Мгм. для них это выше их достоинства контактировать с такими людьми. Ну, может, у них быть невысокоразвитым — это грех, мы ж не знаем. Да, да, да. То есть у них там, ну это что-то связано именно с культовой их Ага. видением. Ну, то есть у них есть технологии, в принципе, для того, чтобы выйти на контакт с нами, Мгм. но и при этом они просто не выбирают этого делать, да? Ну да, они знают, что мы здесь есть. Вот, Мгм. потому что у них технологии, они ну, более далеко залетают в космос. Да. Мы дикари для них. Мгм. Короче, бусики у нас покупать никто не будет. Да. Понятно. Хорошо. А давай теперь тогда отсоединись от этого события и посмотри около Земли. Что-то есть такое, что скрыто от людей? Вот вокруг Земли что-то есть? Какие-то, может, там, я не знаю, объекты, спутники, еще что-то? Ну, таких статических объектов я не вижу ничего такого. Мгм. Ну, иногда там, да, во времени бывают корабли, да, посещают нас, но они настолько незаметны, что ну, технологии, которые у нас сейчас есть, не могут их распознать. Отследить. Ну Ага. да, они сливаются очень с космосом. Ну, то есть на постоянной основе ничего Нет, ничего подобного не нет. вижу. Хорошо. У нас же как? У нас просто деятельность ведется активная, постоянная на планете, поэтому ничего возле нее, кроме купола, вот этого я не вижу. Ну да, тем более купол, видимо, блокирует, искажает же и для них Угу. тоже. Мгм. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот, ну, внутри купола что-то находится, то есть какие-то, может, ну, системы там, ну, кроме самой оболочки вот этой, есть ли там какие-то там, не знаю, устройства специальные или... Но я не вижу устройств, я вижу, что периодически ее просто просматривают. Ну, как, Ага. знаешь, диагностируют, все ли нормально. Ничего ли там лишнего не выходит. Чем подпитывается купол? То есть он стационарно его поставили, он сам по себе, или есть какая-то у него ну, источник питания? Ну, он как линза. То есть в него залили эту энергию, ну, которая искажает. И все, как бы. И оно просто искажает энергию, которая через него проходит. Я поняла. Источник питания есть у купола, я имею в виду, то есть, ну, как... Ну, его нельзя просто отключить. Его можно просто либо разрушить, ну, либо проломить, либо, ну, то есть в таком плане. То есть нельзя Ага. нажать кнопку, и он вырубится. Очень жаль. А то б Да. мы нажали. Хорошо, давай теперь немножко Но это пойдем. специально так сделано, чтобы он был, знаешь, как независимая система. То есть, чтобы там он не зависел от источников питания, чтобы его нельзя было там случайно или не Мгм. случайно отключить. То есть тут именно уже воздействие должно быть. Хорошо. Но есть вообще какая-то возможность его уничтожить? Ты можешь понять? Да, коллективно. Коллективно, в смысле намерением или в смысле Да, какими-то действиями? коллективным намерением. Хорошо.
Скажи, пожалуйста, тех людей, которые сейчас на Земле знают, ну, об этом куполе, знают правду, достаточно для того, чтобы разрушить этот купол? Ну, проснувшихся, так скажем. Все зависит от чистоты их намерений. И то, насколько сильно они верят в свои возможности, свои силы. То есть, если сейчас, на сейчас, вот те люди, которые знают правду, они там чистым намерением Мгм. сконцентрируются, поверят в себя, то они могут это сделать, да? Ну да, это уровень Бога, ну если так терминологии, да, использую. Мгм. Хорошо, спасибо. Давай с тобой Но перенесемся. на это еще будет время. Оно скоро наступит. Мгм. То есть критическая масса, она уже подходит. Да. Прекрасно. Просто вопрос в другом. В чем? Насколько сильно мы будем готовы к тому, что произойдет после того, как купол упадет. А ты можешь понять, что произойдет? Ну, все, кто голодает, все придут. Начнется борьба на физическом уровне и на энергетическом. Ну, то есть как кордон какой-то, да, рухнет. Ну да, это вот, ну представь, что у тебя там, я не знаю, поросенок, да, за забором. А за забором ходят толпы волков, там, медведей, вот, каких-то диких собак, лисиц. Вот, и ты решила одну из сторон своего забора сломать или полностью весь забор сломать, чтобы твой поросенок мог спокойно ходить, гулять, там, кушать, куда ему хочется, то и хочется. Мгм. Ну и вот эти все придут, увидев твоего поросенка. Ну, короче, поросенку в любом случае, да, не очень классно. Нет, просто тут как бы уже, ну, нужно взвешивать, понимаешь, последствия. Ну, то есть и как бы принимать решения соответствующие. То есть только когда человек будет готов, да, Ну отстаивать да, свой отстаивать суверенитет. себя и свое поле энергетическое, тогда да. Мгм. Ну, по сути дела, он же, как бы, знаешь, он и плохого ничего на данный момент не делает для нас. Наоборот, как бы, да. То есть у нас есть пастухи наши, да, которые нас доят, но зато мы их хотя бы знаем, сколько их, кто они. А когда-нибудь придут такие, что мы их и не знаем, и что будет, как будет, ну, сложно, может быть, просто. Ну, это, знаешь, из серии меньшее зло, но пока как бы Ну да, ну то есть я к тому, что, ну, разломать всегда можно успеть, просто надо понимать, что за этим последует. подготовиться. Да, да. Мгм. Либо заменить его сразу на что-то другое, либо другие действия какие-то воспроизводить. А есть возможность заменить? Ну, у людей сделать для своих как бы целей что-то подобное. Конечно, ты же себе защиту можешь сделать Ага, своим намерением, своим разумом. я поняла. Чем больше людей будет об этом думать, ну и в это верить, тем сильнее защита будет, ну как бы и легче будет ее поставить. Мгм. Ну, я поняла. То есть тогда скажи мне, на энергетическом уровне души смогут свободно уходить в общее сознание? Так он не мешает, этот купол, уходить в общее сознание. Ну, Общее я сознание, да, понимаю, мешают да. эти чудики все со своими уровнями. Но если рухнет купол, если человек выстроит свой, то уже не будет доступа, ну, этим паразитам. То есть и их астральные уровни как бы тоже.
Да. Особо и уже не Но для будет того, иметь. чтобы сделать то, что ты говоришь, нужно сначала всех этих паразитов выдворить за пределы купола. Угу. Понимаешь? А для этого должны все люди захотеть и принять решение. Ты же не можешь принять решение за других людей. Ну да. А вот эти чудики скажут тебе, что у нас есть разрешение здесь находиться, и мы никуда не уйдем. И будут вербовать дальше, да? Да, и как бы и ты против воли не сможешь пойти человека. Нет, ну прикольно они придумали. Да, поэтому, ну, Ну, тут наша воля, варианты она... есть, но как бы тут надо хорошо подумать, как Да, это все сделать. я поняла. Хорошо. Отсоединись, пожалуйста, от этой ситуации. Скажи, как ты себя чувствуешь? Но руки уже немного затекают. Еще немножко погуляем? Мгм. Хорошо. Тогда я попрошу тебя, пожалуйста, посмотри Землю изнутри. Как Земля выглядит изнутри? Ну и в центре вот этот энергетический сгусток, Угу. как душа планеты, да? Ну, это там же, где ядро, да, физически. Оно, оно является, знаешь, ядро вокруг. А, то есть вообще самый Да, центр. да, то есть вот оно вокруг. Угу. Оно светится. Ну, дальше просто наполнение планеты. То есть раскаленные. Часть раскаленных каких-то материалов, ну, материи, да, Угу. расплавлены. Потом твердые слои идут. То есть нет полости, нет ну, никаких там уровней. Есть просто слои. Ну, вот как мы в школе учили, Ну, на да? физике, да, мы же физику смотрим Да, так. сейчас физику смотрим. Нету ничего такого. Ну, то есть естественные какие-то полости есть там, но такого прям, Угу. чтобы она пустая внутри была, нет. Хорошо. А давай теперь посмотрим на тонком уровне. На тонком поинтереснее. Да? М. Расскажи мне, пожалуйста. Ну, есть какие-то уровни, где как обитают какие-то низшие существа. Угу. Ну, наподобие, знаешь, как эти демоны всякие, что-то такое, вот, знаешь, очень мелкие паразиты. Какие-то города, порталы есть. Порталы? Мгм. Ну, я так понимаю, это по астральным уровням. Ага. А города как выглядят, можешь описать? Ну, один какой-то возьми. Ну, я вот смотрю, это какие-то, вот, знаешь, как полости естественные внутри. Угу. И они заселены какими-то мелкими такими черными тварями. Они очень быстро бегают, такие маленькие, как какие-то чертики, знаешь, такие чертенята. Угу. Посмотри. Но оно такие, вот знаешь, они как в норах каких-то живут, такие Ага. пещерные. Вот и копошатся, постоянно копошатся. Прыгают, бегают. Вот это по уровням бегают. А скажи, пожалуйста, вот эти вот энергетические, это слоями оно как бы, или оно какими-то кусками, вот нишами сделано? Оно, как знаешь, как слоями, как астральные какие-то слои. Угу. То есть Можешь? некоторые переплетаются там друг с другом, некоторые нет. А можешь посмотреть, сколько слоев? Ну, посчитать.
сложно так, и некоторые сплетаются. Сейчас попробуем. Ну, примерно. Цифра 7 приходит. Мгм. Хорошо. А можешь посмотреть вот тот слой, который ближе всего к ядру? Какие-то сущности энергетические. Ну, приведи их в истинный облик. Что черное мазут. Мазута? Ну, черное, да, такое. Угу. Прикажи принять истинную форму, стабильную, так как ты их знаешь. Какие-то драконы. Драконы? Мгм. Поднимись на уровень выше. Посмотри, кто там обитает. Они, кстати, там живут или это какие-то просто у них Живут. живут? Мгм. Мгм. Ну, то есть на постоянной, да, основе? Мгм. Да, у нас тут вообще как общежитие. Ну, то есть в любое пространство свободное все кто-то там забивает, живет. А можешь посмотреть, есть ли какие-то лаборатории, ну, исследовательские, там, я не знаю, экспериментальные под землей. То есть, ну, мы видели, там в космосе есть, а под землей что-то делают эти. Не делают. Все на кораблях держат. Мгм. Ну, как бы, я так понимаю, что риски большие. А скажи, пожалуйста, какие-то ресурсы, ну, физические на Земле они добывают? Сейчас? Или вообще добывали ли? Ну, давай сейчас посмотрим. Да, добывали. Это какой-то элемент, который имеет большую энергетическую ценность. Ну, для их технологий. А скажи, пожалуйста, для нас он имеет ценность? То есть мы им пользуемся сейчас этим? Нет, Нет? еще не нашли. А на что он похож? Ну, какая-то руда с вкраплениями светящимися. Угу. Как камень и со светящимися вкраплениями. Это желтый, синий цвет. Да, встречались мы с таким. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. И давай посмотрим. Северный полюс. Есть ли там вход в эти, ну или портал какой-то в эти слои, под землю куда-то? Физический или энергетический вход? Энергетический есть. Куда он ведет? Проследи за ним, пожалуйста. На уровень ниже. На один, да? Мгм. А вообще есть проходы между уровнями? Да. Ну, портал есть. Ну, это энергетический, правильно? Да, да, Вход. энергетический. И порталы Но тоже энергии. физическим телом ты туда никак не попадешь. Ага, хорошо. А посмотри, пожалуйста, Южный полюс. Там есть какой-то вход? И там есть тоже. Куда он ведет? Тоже туда же. Туда же, да? Мгм. А есть еще на Земле входы такие? Есть. Ну, туда лучше не ходить. Ну, ты сразу прекращаешь свою жизнь в физическом теле. На полюсах, потому что там тоньше грань, легче переход. А на планете есть, но это опять же искривление вот этих магнитных полей и других излучений. Для здоровья опасно. Я поняла.
А скажи, пожалуйста, вот в этих слоях энергетических там есть какие-то, может, цивилизации, или это только вот эти вот сущности живут? Ну так, в общем, можешь посмотреть? Ну, там только сущности живут, Мгм. поэтому других нет. А скажи, пожалуйста, там просто сфера их обитания, или им важно, ну, как бы находиться именно внутри Земли? Ну, где было свободное место, там и заняли. Ну это просто, да, Но им как... важно находиться рядом с нами, рядом, ну, с Землей. То есть пространство, где, ну, на которое насыщена энергия, они питаются этим. Мгм. Не приходят, чтобы питаться. Хорошо. А скажи, пожалуйста, есть ли на Земле какие-то порталы в другие измерения или в пространства другие? Есть какие-то точки перехода? Ты имеешь в виду в параллельную реальность? Ну, куда-либо. Ну, давай начнем с параллельной реальности. Есть ли в параллельную реальность? Ну, таких стационарных порталов нету. Но ты, если тебе надо, ты можешь своим намерением перенестись в параллельную реальность. Угу. Хорошо. Ну, понимаешь, в чем вся, ну, проблема? В том, что ты свое физическое тело не можешь перенести в параллельную реальность, либо в другую какую-то реальность. Твое тело существует именно в этой реальности. Ну да, я понимаю, что только сознание может Да, ты можешь переместиться. перенести сознание, да, но... Ну, то есть Ну, стационарных таких точек, я так понимаю, нет нет, никаких, да? нет. Хорошо. А скажи, в Ну, околоземном пространстве есть что-то подобное? ну, только эти, когда прилетают, пользуются, открывают. Но это технологии. То есть это тоже, ну, искусственно созданы. Угу. Как такие порталы искривления реальности. Ну вот была такая фишка в интернете, что нашли там где-то на Земле звездные врата. И сразу М, их засекретили, типа. мгм. Посмотри, есть ли какие-то звездные врата на нашей планете? Да, есть. Ну, как бы не то, что звездные врата, они существуют, вот эти порталы искусственные. Угу. Раньше ими пользовались, сейчас нет. Но их не нашли еще. То есть ты имеешь в виду стационарные Да, или... да, но это технологии. Их раньше пользовались, но потом А кто перестали. ими пользовался? Ну, люди или сущности? В сущности пользовались. То есть им на тот момент нужны были стационарные какие-то такие штуки, да? Да, но потом отказались, потому что они сильно, ну, как бы возмущают поле Земли. А скажи, пожалуйста, это устройство, ну, как бы это механическое какое-то, да, там Мгм. устройство, или это, ну, какое-то энергетически созданное намерением или Не, чем-то нет, вот это таким, устройство. волшебством? Устройство, Устройство? да. Мгм. То есть они законсервированы, насколько я поняла, да? Ну, они И, брошенные просто. и никто их пока не нашел. Ну, брошенные, да, и никто не нашел. Ну, ты понимаешь, это как бы, ну, оно лишено смысла для людей, даже если их найдут, даже если их сумеют запустить. Куда они смогут переместиться со своим физическим телом? Мгм.
То есть тело только попадет туда, и это мгновенная смерть. Ну, то есть, и все, ты никуда не переносишься, ты сразу летишь по нити назад вверх. Либо на отлов, либо вообще. Угу. Ну, то есть, как бы у нас не та... Наше физическое тело не приспособлено к жизни в другим измерениях. То есть вообще только без тела, да? Да, да, только без тела. Ну, насколько я понимаю, если перемещались паразиты, то, в принципе, переместиться через эти врата ты тоже можешь только к паразитам. Да, да. Ну, твое сознание, твоя душа может уйти, Мгм. но твое физическое тело умрет. Ну, то есть, а что тебя ждет там, то как бы, Ну, даже если ты посмотришь, рассказать никому ты уже не сможешь. ну, просто нет смысла в этих порталах. Если ты хочешь заглянуть в параллельную какую-то реальность, ты Мгм. можешь это, каждый человек может это сделать. Ну, ты же понимаешь, люди думают, что они прямо физически там Нет, физически. перенесутся там в какой-то там 91 год, купят доллар по 2 там или по сколько и перенесутся обратно во времени. Или там куда-то на другую планету, и там что-то могут сделать физически. Ну, то есть Ну, много сказок. ну да, во времени это, конечно, ну, это такой момент. Ну, а как бы в параллельной или другие реальности это точно. Да. А скажи, пожалуйста, на Земле, посмотри, есть базы паразитов? Ну вот какие-то, может, лаборатории, базы физические. Да везде, Наташа. Физически именно, ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду какие-то, знаешь, скопления, то есть физические или энергетические. Ну, физически, да, паразиты проявляются, ну, в основном через нас, да, через... Угу, Вот, то есть, да, физически они могут посещать там нас как серые, да, например, но для них это сложно и очень энергозатратно. Вот, они вот, ну, на астральных уровнях ходят, да, и ну, в этом четвертом измерении, если так назвать, угу, им проще передвигаться и как бы проще делать все манипуляции, которые им надо. То есть, да, скопления есть, и они, ну вот везде, где есть потенциал на скачивание энергии, на скопление огромное людей, количество, там везде есть все паразиты присутствуют. Каких-то больше, каких-то меньше, но все они работают на то, чтобы качать. угу. Не просто качать, но еще и подбирать то, что люди сами выбрасывают. А скажи, пожалуйста, экспериментальные какие-то базы, ну, то есть где ставят эксперименты там над людьми или над Мгм. какими-то нашими ресурсами, исследуют или еще что-то. Есть ли это, ну, вот где-то на Земле прямо? Ну, прям на земле я не вижу. Я вижу, что да, есть группы, которые тестируют какие, разрабатывают и тестируют новые какие-то импланты, новые способы воздействия на людей, новые способы контроля души. Угу. Вот. Есть группы, которые это вот пробуют внедрять. Но единого центра здесь я не вижу. То есть это все как бы информация куда-то дальше уходит. Да, я поняла. Ну, то есть на Земле исследования проводятся физически, ну, я имею в виду, вот могут человека забрать и прямо где-то здесь, ну, на нашей территории проводить над ним эксперименты. Ну, я так вижу, что это было раньше, сейчас это уже не делают практически вообще. Ну, то есть смысла нет. М-м. Потому что больше пользы с энергетических тел. Поэтому Ага, работаем в этом направлении. я поняла. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот на планету саму они влияют? Ну, то есть какие-то катаклизмы вызывают,
какие-то бедствия, могут они влиять на нашу жизнь именно на планете? Да, но они через нас влияют. Ну, то есть нашими руками, что ли? Да. Ага. Ну, к примеру, насаждается какая-то мысль, да, зачаток какой-то мысли. Сначала одному человеку, потом он разносит эту мысль другим людям. Уже коллектив начинает думать о чем-то, да, фокусировать свое внимание, свою энергию на каком-то событии или на каком-то происшествии. Их намерение начинает работать и изменять реальность. То есть чем больше людей об этом думает, говорит и ждет чего-то, тем больше вероятность того, что это наступит. Ну, то есть сказали там, какой-то вулкан там может проснуться, все Да. думают об этом, дают туда свою энергию, Ну да, то и есть вулкан. это как, знаешь, снежный ком. То есть им достаточно там маленькую снежку кинуть за коры, а дальше Мгм. она уже сама набирает массу критическую. То есть это такая тонкая манипуляция происходит. Ну вот сейчас я вижу, что они именно по такому пути работают. Потому что, ну, физически повлиять на что-то, ну, как бы это надо физически завести сюда какую-то технику, да, какие-то корабли там и так далее. То есть это больше шансов, что тебя раскроют, заметят, там будут какие-то Мгм. вопросы задаваться. А манипуляция сознания, ну, это представь себе, что ты манипулируешь Богом, да, Мгм. то есть ты просто подталкиваешь его в то направление, которое тебе выгодно. А Бог сам уже все сделает за тебя. Создаст реальность, создаст события, катастрофы, катаклизмы и так далее. Ну, это вот по принципу, знаешь, как работает. Вот стоит тебе принять только мысль о том, что ты можешь заболеть гриппом, простудой там, или еще чем-то, чего ты там боишься, да, там, не знаю, и ты тут же заболеешь. Сразу же, там, через день-два вот ты начнешь ощущать симптомы какие-то, еще что-то. То есть вот твоя реальность, твое намерение трансформирует твою физику. То есть ты начинаешь ощущать это на физическом уровне. И ты Ну, как действительно, структурирует тебя под болезнь, да, да? и ты действительно начинаешь болеть. Вот. Тут то же самое. Если правильно задать направление, вектор, люди сами все сделают. И не надо ничего, как бы только сиди и дожидайся, пожинай плоды. Тут проблема в другом, Наташ, чтобы поддерживать фокус сознания, да, и мыслей на заданной теме. Вот в этом сейчас самая большая сложность у них. То есть, ну, как бы концентрировать Да, да, на, да. как пушка, да, направлять Да, конкретно. потому что, ну, как бы импульс дал, там человек подумал, там, например, о вулкане каком-то, да, и Мгм. через минуту переключился там на другие какие-то темы, на другой информационный повод. Они же конкурируют, понимаешь, ну, между собой. Ну да. Поэтому каждый создает какие-то свои сценарии поведения, действий. Поэтому внимание рассеивается, и ну, как бы, иначе бы все, о чем бы мы подумали, да, бы сразу происходило. Ну да, и им приходится подключать, да, тут Да, да, политику, да, да. СМИ и все остальное, чтобы держать в тонусе население Земли. Ну, это тонкая такой механизм работы. Вот, Но зато, я так понимаю, он менее ресурсно затратный, да, да, да. энергозатратный для Люди них. сами все вырабатывают. Души сами все вырабатывают. Ну да, те, кто живут возле вулкана, допустим, они боятся его. Те, кто Мгм. живут подальше, те сочувствуют тем, кто живут возле Да, да, вулкана. И да. там, короче, цепная реакция идет. Хорошо, давай Ну, тогда. нам есть чему поучиться, да, вот как это ни странно звучит, но я имею в виду вот в технологиях, да, взаимодействия
и изменения реальности, у нас есть чему поучиться у этих паразитов. Да нам есть чему поучиться вере в себя, понимаешь? Они Да, так да, верят в нас, что мы так в себя не верим вообще. это точно. Ну, то есть в этом вся большая проблема, что механизм построен так, что человек, приходя в эту жизнь, он, ну, как бы приземляется настолько, что потом очень сложно вселить в себя веру того, что ты можешь там, не знаю, вызвать дождь над пустыней или там снег здесь, чтобы летом пошел, понимаешь? Ну, Мгм. то есть тебе в голову вдолбили, что это невозможно. Ну ты же видел, как после рождения, ну, какие условия создаются. Да, да. И вот эта безысходность, она потом только поддерживается всеми системами, которые у Мгм. нас тут есть, да, там садиком, школой. Тебя еще там вакцинируют 250 раз за жизнь, чтобы еще физически тебя добить. И все, в принципе, ты Ну да, чувствуешь, что ты ничего не чувствуешь, сам ничего потом не твое можешь. внимание просто ведут постоянно и все поддерживают на нужных темах. И как бы все, и жизнь пролетает. И потом по кругу. Я благодарю тебя. Отсоединись от этого события, пожалуйста. И давай с тобой рассмотрим такой момент. Вот есть ли у Земли временные циклы, эпохи там развития? То есть знаешь, как цикличные такие, которые называют золотой век, серебряный век, железный век. То есть когда человечество развивается лучше, больше, потом спад идет. Мгм. Есть. То есть оно циклично. Но оно не столько Ну как, нету такого, знаешь, что там раз в 100 или 1000 лет. Оно связано с изменением климата. Но с дыханием планеты ты имеешь в виду самим? С изменением, да, климатом и дыханием. То есть чем благоприятнее климат, тем наступает лучшая эпоха развития, ну, какой-то Мгм. цивилизации, либо народа. Как только идет климатические какие-то ухудшения, сразу становится меньше еды, меньше Мгм. ресурсов, и начинаются войны за ресурсы, за еду, за воду. Начинается период разрухи, спада всей цивилизации. И так вот по циклам изменения климатических условий. Ну, раньше так было, происходило все. Ну и сейчас то же самое, в принципе. Но есть такие периоды, когда человечество падает на самое дно, или оно все равно идет, как, знаешь, по спирали вверх. Ну, то есть падает, поднимается, но уже как бы не до самого дна, то есть не до нуля. Падает, поднимается. Да, Ну, то есть оно обнуляется каждый раз. можно сказать, что так. Мгм. Что вся проблема в том, что мы пытаемся изобретать новые технологии какие-то, но не понимаем суть этих процессов и работы этих технологий. Ну, как, например, с атомной энергетикой. То есть мы придумали, Мгм. а потом взяли и сделали бомбу. Вот то же самое происходит и с цивилизационным развитием. То есть мы доходим до такого периода, когда наши изобретения становятся настолько опасны, что мы сами себя уничтожаем. Мгм. То есть мы просто не знаем, не умеем их контролировать, не понимаем, как работают эти механизмы, как устроены эти процессы. Ты знаешь, мы как это, ну, к примеру, ты когда там зажигалку поджигаешь, ты видишь, что горит огонь, но ты никогда не задумываешься о том, сколько там всего внутри, каких процессов происходит, что возникает огонь. Мгм. Ну и так Точно. же мы, как обезьяны с гранатой, да? Да, 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 вот, отличная аналогия. Вот, то есть были периоды, когда мы ну, технологически доходили до такого уровня, да, на какие-то изобретения, которые сами же потом ну, как бы губили все. Мгм.
Ну, то есть обнуляли себя и начинали все сначала. Ну да. Ну, представь себе, что, не знаю, завтра по какой-то причине исчезнет электричество. Ну да, мы так обнулимся, что И аж... все, и через, там, я не знаю, 30-40 лет мы уже каменные люди. Ну, к примеру. То есть, Ну ну, да. может, не каменные, но откатимся очень, да, далеко назад. Ну да, большинство технологий там даже, ну, чтобы изобрести что-то другое, нашим ученым нужно электричество, Да, да. понимаешь? Ну, то есть просто, да, вот перестанет там, или пропадет, или перестанут действовать какие-то там силы физические, которые вырабатывают, да, это электричество. Мгм. Ну, все, нет электричества, и все, и весь прогресс как бы сдулся. Ну да, так и есть. А скажи, пожалуйста, а то, как мы перемещаемся во Вселенной, да, какие-то зоны есть во Вселенной, ну, света и тьмы их называют, то есть как-то они влияют на развитие людей на планете. То есть есть ли такие зоны вообще? Ну да, есть то, что мы видим, и есть то, что мы не видим. То есть как бы вся суть в том, что мы думаем, что наша реальность это как бы, да, наиболее красочная и наиболее полная. Самая реальная реальность в мире. Да, но просто есть то, что за пределами нашей реальности, то, что мы не видим и не можем видеть физическим телом. То есть вся Вселенная, весь космос, все насыщено энергией, да, там, энергией, материей. Мгм. То есть одну мы видим, а другое мы не видим. То есть космос, он не пустой, то есть это просто ну, волны, да, которые все еще идут от дыхания, да, от взрыва вот этого. Но это связано с этапами развития цивилизации? Нет, Нет, то есть оно просто есть и все, да? да. Хорошо. А скажи, пожалуйста, ну вот многие говорят о том, что время ускоряется, да? То есть сутки становятся короче. Это правда? Ускоряется для кого? Ну, для людей, для восприятия. То есть раньше там, казалось, за 24 часа можно было сделать все, а сейчас ничего не успеваешь. Вот именно, Наташ. Вот вспомни себя в детстве, например, да? Мгм. Как когда казалось, что день тянется так долго. И Да. вспомни сейчас, когда день пролетает как одно мгновение. То есть время это чисто твое субъективное Восприятие, да. восприятие, да. То есть если твое сознание скучает, да, то есть ему неинтересно, время тянется медленно. Когда твое Мгм. сознание чем-то заинтересовано, время тянется быстрее. Вот тебе и скорость времени. Хорошо. А можно создать иллюзию для сознания и замедлить время, когда мне интересно? Сделать вид, что мне скучно, например. Конечно, все в твоих силах. Ну, прекрасно. Ты, Будем ты, тренироваться. ты же сама можешь изменять свою реальность. Ты это каждый день делаешь. И я это каждый день делаю. Просто кто-то это менее заметно делает, а кто-то более заметно. Ну и для себя осознанно или Мгм. неосознанно тоже. Да, Хорошо. А скажи, пожалуйста, существуют ли параллельные реальности, да, параллельные миры, такие существует. же, как наши? Да. И что это такое, можешь объяснить? У меня картинка, знаешь, как соты Угу, пчелиные. То есть вот представь себе, что мы смотрим на одну соту, а к ней прикреплено еще, да? угу. А к тем еще, еще, и вот так вот идет. То есть чем дальше от твоей исходной точки, тем больше отличий. Чем ближе к тебе, тем меньше отличий. Ну, к А, примеру, то есть ты можешь быть в параллельной реальности, заниматься тем же, чем ты занимаешься. Но у тебя может быть там
не двое детей, а трое, к примеру, там. Мгм. Или волосы не темного цвета, а светлые, да, то есть это ближайшие какие-то реальности. Есть реальности, где ты менее успешна, то есть ты можешь заниматься другими какими-то вещами и быть вообще, да, там, ну, если оценивать по уровню жизни, менее успешно. Вот, где-то ты более успешна или еще дальше продвинулась там духовно, да, то есть оно Ну, как, то есть из выборов каких-то моих да, простраивается. да, все То верно, есть там где-то я сделала выбор, там светлый цвет волос, где-то я сделала да, выбор темный цвет волос. да, все правильно. А скажи, пожалуйста, сознание, оно присутствует в одном варианте, ну, мое сознание, как меня, да, сейчас? Или оно присутствует в каждом варианте? В каждом. Это как дублируется моя душа или Да, это как? как множество тебя, множество нас. Ну, то есть, если ты здесь я, и у тебя есть душа, Угу. то в параллели тоже есть я и тоже есть душа. Но это та же душа? Ну, то есть опыт собирается в одну корзину? Конечно, все в общее уходит. Хорошо. Это как варианты, ну, возможности, да? То есть это Варианты. пространство вариантов, да, вот Да, это? да. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот, допустим, есть пространство вариантов. Я нахожусь параллельно там в тысяче миров, ну, к примеру, Мгм, в тысяче вариантов. мгм, И получается, что я тут почистилась, да, там отказалась от всех контрактов, мгм. сняла все импланты, то есть вариант, где я это не сделала. Да. И когда я поднимаюсь наверх, Мгм. ну, то есть, по идее, я очищенная должна пойти домой, да, там по ниточке, к общему сознанию. Ну да, но ты в своей соте подымешься наверх. Ага, В своей ячейке. Ну я смотри, поняла. твоя реальность, в которой ты находишься, да, в которой ты вот находится, твое тело, твоя душа физическая, оно имеет свою ячейку. И в Угу. этой реальности как бы все простроено так, как ты знаешь, например, да. А вот в другой реальности совершенно другая ячейка. То есть они независимы друг от друга. Хорошо, общее сознание у них одно или разные общие сознания? Просто поднимись за душой параллельно в двух ячейках, например, в этих сотах. И у меня ощущение, что да, что они в одно поднимаются. Это как один океан. То Одно есть я просто. попадаю в изначальные данные какие-то, да, то есть рождаясь в любом случае, да, я родилась, и я собираю в зависимости от этого сразу по всем вариантам информацию, так? Ну, по всем вариантам, которые создала твоя душа. Твоя душа приходит с каким-то запросом получить какой-то опыт. Ну, то есть и от этого, от запроса, я так понимаю, зависят начальные данные, куда Да, я попадаю. да. А уже там, выбирая из вариантов, ну, то есть принимая какие-то решения, я параллельно исследую много, ну, получаю много опыта, исследуя разные варианты развития событий, да? Ну там, да, там ты же не просто ты взаимодействуешь, там целые миры взаимодействуют между собой. Хорошо. А скажи, пожалуйста, паразиты, они существуют как бы, ну, тоже так разветвляются, или они могут между этими мирами перемещаться, как... Не, не могут. То есть это просто такие Это как, ну, дубликаты. дубликаты реальности, да. Ну вот я вижу перед картиной, знаешь, у меня постоянно всплывает это вот ну, ячеечная структура такая. Хорошо, я поняла тебя. Я видела эту структуру, я понимаю, о чем ты говоришь. А скажи, пожалуйста, а есть ли у Земли энергетическая матрица, по которой она функционирует? Ну, как в компьютере BIOS, то есть основа такая. Ты имеешь в виду
сама планета функционирует по каким-то правилам. Да. У меня, ну, нету такого, но есть, мне приходит ощущение, что как реакция, знаешь, на раздражители есть. Ну, реакция на какие-то Мгм. происходящие, ну, на раздражения какие-то. Ну, то есть какие-то рефлекторные такие, да, Да, да. импульсы. Хорошо. Ты меня про пространство вариантов просто. Надо это теперь объединить как-то. То есть у них общее сознание получается, только вот в сотах они разделяются. Но то, как я видела, ты только подтвердил Мгм. то, что видела я. Так, а скажи, Ну, пожалуйста, я так понимаю, м, что это от души, то есть это решение души, то есть это вот есть, она приходит с каким-то запросом, да, на получение опыта, мгм. и она не сразу, например, там, то есть количество копий, я так понимаю, что определяет сама душа, то есть каким-то образом, я не знаю каким, то есть либо они по ходу как-то создаются, либо, ну, дублируются, но, в общем, это душа, это порыв самой души, м, создает ответвления вот такие. Ну вот смотри, я так понимаю, что есть соты, они есть. Просто Мгм. ты себя в них разбрасываешь, как бы создавая эти варианты. А соты, они уже существуют. Или ты формируешь соты? Ну, вот это надо, конечно, еще разобраться. Ну, я просто вижу, вот, да, как дублируются вот это соты, но, ну, в сотах, да, дублируется, например, там, личность. А создаешь ли ты их, или они уже существовали до этого, я не знаю, это сейчас не могу понять. Хорошо, значит, с этим разберемся в Да, следующий раз. посмотрим более детально. Как ты себя чувствуешь? Ну, уже устал. Устал? Будем Мгм. возвращаться? Да, можем. Хорошо.